Я приветствую всех на своем канале. Мы сегодня с вами свяжем два узора. Узоры очень практически одинаково вяжутся, но выглядят по-другому. Могу себе представить как для кофт, так и для шапок, сумок, например, или подушек можно использовать. Вот так выглядит один узор, вот так второй узор. Сначала мы с вами свяжем вот этот первый узор, а потом второй. Я вам желаю приятного просмотра. Я узор уже частично провязала. Раппорт узора состоит здесь из 6 петель, плюс 4 петли и плюс 2 кромочные петли. То есть я набрала 12 петель, плюс 4 будет 16, и плюс 2 кромочные 18 петель я набрала для вот этого пробного кусочка. Вот. И здесь мы практически повторяем всего лишь 2 ряда. Очень простой узор, очень легко вяжется. И мы с вами начнем вязать с первого ряда. То есть первый ряд, кромочную петлю я снимаю. И теперь я провязываю 4 изнаночных. И теперь провязываю 2 лицевые петли. Это раппорт узора. 4 изнаночных для первого ряда. Первая, вторая, третья, четвертая и 2 лицевых. И так вяжем до конца ряда. 4 изнаночных, 2 лицевых. В конце ряда я провязываю 4 изнаночных. И кромочную я провязываю всегда лицевой. Ее можно также провязать и изнаночной петлей. Разворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Кромочную петлю я снимаю, так как я последнюю петлю провязываю всегда лицевой. Кромочную я снимаю так, что нить я ложу перед работой и только тогда снимаю. Если вы изнаночные провязали, то нить остается за работой. И теперь я вяжу лицевые петли по рисунку. 4 лицевые. Теперь я делаю накид. Накид я делаю следующим образом. Я его ложу к себе. Еще раз покажу, не наоборот, а вот так вот таким образом накид делаю к себе. Теперь провязываю 2 изнаночные. И теперь перекидываю накид через эти 2 петли, которые я провязала. Вот таким образом. Это раппорт вот нашего второго ряда. 4 лицевых. Делаю накид на себя. Провязываю 2 петли изнаночными. И теперь перекидываю накид через эти 2 изнаночные петли. И так вяжем до конца ряда. В конце ряда я провязываю 4 лицевые петли и кромочную я провязываю лицевой. И вот раппорт нашего узора. И теперь мы повторяем с первого ряда. То есть я сейчас опять провязываю все по рисунку. Кромочную петлю я снимаю и провязываю 4 петли изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, и так вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда, поворачиваем вязание. И следующий ряд повторяем точно так же. Кромочную я снимаю, провязываю 4 лицевых. Делаю накид на себя, провязываю 2 изнаночные петли.
перекидываю накид через эти 2 изнаночные и провязываю опять 4 лицевых. Накид на себя, 2 изнаночные, перекидываю накид через 2 петли и в конце ряда провязываю 4 лицевых и кромочную провязываю также лицевой. И вот так вот такой у нас получается узор. И повторяем эти 2 ряда таким вот образом. В этом узоре можно изменить, например, количество изнаночных петель. Можно вместо 4 связать 3 или 2 петли. И тогда узор будет немножко по-другому выглядеть. Ну, вот так вот, таким образом. И теперь мы с вами еще свяжем второй узор. Для второго узора я уже набрала петли. Количество петель здесь кратное 4. То есть я набрала 20 петель. И теперь мы с вами вяжем первый ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь вяжу 2 изнаночных. 2 петли изнаночные, 2 лицевые. 2 изнаночных. 2 петли провязываем лицевыми. И так повторяем до конца ряда. 2 петли провязываем изнаночными, 2 лицевыми. 2 изнаночными, 2 лицевыми. И в конце ряда провязываю 2 петли изнаночные. И кромочную я провязываю лицевой. Ее можно также провязать и изнаночной петлей. Теперь мы поворачиваем работу. И вяжем второй ряд. Кромочную петлю я снимаю. И теперь провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть мы провязываем второй, а также и третий ряд. Я провязываю по рисунку, так как смотрят петли. То есть также провязываем 2 лицевые, 2 изнаночные до конца ряда. В конце ряда у меня 2 лицевые и кромочную я провязываю лицевой. Поворачиваю вязание и третий ряд также вяжу все по рисунку. Кромочную снимаю, 2 изнаночных, 2 петли провязываю лицевыми, 2 изнаночными, 2 лицевыми. И так вяжу до конца ряда. И теперь мы с вами вяжем следующий ряд. Кромочную петлю я снимаю. Это у нас 4-й ряд. Провязываю 2 лицевых петель. Теперь делаю также накид на себя. 2 изнаночные провязываю. И накид перекидываю через эти 2 петли. Опять провязываю 2 лицевых. Делаю накид на себя. Провязываю 2 изнаночные. И перекидываю накид через эти 2 петли. И так вяжем до конца ряда. 2 лицевых, накид на себя, 2 изнаночных и перекидываю накид через 2 петли. 2 лицевых, накид на себя, 2 изнаночных и перекидываю накид. И в конце ряда я вяжу 2 лицевые и последнюю петлю провязываю лицевой. И теперь мы повторяем вязание.
То есть теперь я провязываю 3 ряда, все по рисунку. 2 изнаночные, вот эти 2 петли, которые мы перекидывали накид, я провязываю 2 лицевые петли. 2 изнаночные, 2 лицевые, и так вяжу до конца ряда. Поворачиваю вязание, и следующие 2 ряда вяжу все по рисунку. Кромочную снимаю, 2 лицевые, 2 изнаночные. И так вяжу до конца ряда. Поворачиваю вязание. Вот я провязала, в общем, теперь 3 ряда. И теперь мы вяжем ряд с накидом. Кромочную я снимаю, провязываю 2 лицевые, 1 накид на себя, 2 изнаночные. И перекидываю накид через эти 2 изнаночные. И так повторяем. 2 лицевые, накид на себя, 2 изнаночные и перекидываю накид через 2 петли. И так вяжем до конца ряда. Еще один накид, 2 изнаночные. В конце ряда сначала перекидываем накид, в конце ряда 2 лицевые и кромочные. И так повторяем 4 ряда. То есть в одном ряду мы перекидываем накид и 3 ряда вяжем по рисунку. Вот так выглядит узор. Вам желаю я приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.